Всем привет! Канал РТ Сибирь. Работа глазами водителя. Логистика X5 транспорт. Да-да. И снова всем здравствуйте. В общем, после отпуска тут перемены произошли. Машина поменялась. Суть та же, как бы. Только где-то местами получше, где-то может стекло немного похуже, вот как видите, лобовое немного треснутое, но все остальное, все такое удобное, рабочее. Короче, предыдущая машина была новее, как бы, вот, но были у нее свои моменты тоже. Ну, суть, вообще, как поменялась-то она? Я так понимаю, я пока в отпуске был, ее у нас машины иногда бывает такое, что куда-то забирают в другие регионы, где машин не хватает. И почему-то именно отдают машины более новее. То есть был момент тоже, сезон, прошлый летний сезон тоже, лето, когда уже заканчивалось, несколько машин тоже забрали. Особо этому значения не придавали, как бы нам ничего об этом не говорили. Работали также спокойно на своей машине и все. Но тут видишь ли, как бы очередь до этой машины дошла. Так что если машина новая, это не есть хорошо, я так понял. Тут единственное, знаете, ситуация, вот я заметил, такая, 7 пятниц на неделю. Не знаю, что будет завтра. Говорю, я ушел в отпуск, у меня не было 30 дней. В итоге я потом узнаю, что машина у меня уезжает. Конечно, конечно, это как бы дело такое, если машину забирают, дают другую машину. Ну, какие еще перемены? Конечно, смена экипажа. То есть, получается, мой сменщик сейчас работает с другим человеком, я с другим человеком. Вот также график у меня, который был мой 5.5, уже привычен. Сейчас у меня он уже 7.7 стал. В основном, конечно, у нас здесь графики на 10-тонных машинах. Это 7.7 минимально идет. 5.5 мало таких графиков. Ну, соответственно, если я начинаю пересаживаться уже на другую машину, то я сажусь к кому-то, а значит я подстраиваюсь под его график. Вот. Но первую неделю я отработал, вроде нормально все. Сейчас вот вторая неделя у меня 7-дневная пошла, ну, после выходных. Ну, пробую, привыкаю. Машина мне вполне понравилась. Есть даже свои плюсы. Вот этот бродяга, который на руле. У меня такого не было. Очень, очень дает большой плюс. Лентяйка ее называют. Очень удобно. Вот, также вот вы наблюдаете сейчас камеру на панели, которая смотрит у меня наверху там на будке. Тоже вот такой плюс. Я теперь могу смотреть, как меня грузят. Также могу смотреть, допустим, если я подъезжаю к каким-либо там препятствиям сзади, я могу видеть расстояние до них. Помимо вот этой камеры, которая у меня в том ховике была, здесь еще такая камера есть. Ну и вот, в общем, а так ничего особо не изменилось. Все та же самая работа. Те же пятерочки, те же подъезды, где-то местами сложные, где-то нормальные. Да, дело идет уже к асфальту, уже наконец-то скоро все растает, весна. Вот, может будет попроще, потому что зимой, да, зимой сложновато работать на вот этой машине, это я уже точно понял. Какие сложности сейчас на данный момент? Это дороги. Где-то не до конца снег растаял, где-то лед еще. Бывает, стаскивает, да, такое тоже бывает, если какие-нибудь мелкие подъемы, там надо разгона. Бывает из-за того, что лед снизу, еще разогнаться не сможешь. Такие вот моменты. Ну и на магазинах, вот сейчас, как обычно это говорят, это, весной узнаем там, где кто гадил, да? Как-то поговорка-то.
Ну, так вот мы сейчас весной узнаем, где какой магазин лучше снег чистил. Чем быстрее у кого-то там что-то растает, тем... Еду, сейчас надо взвешиваться. Сейчас, кстати, программа выдает вес. То есть заезжаешь на... Так, сейчас я надо тут... Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Можно, кстати, полную массу посмотреть. Прям этот... Маршрут перестроен. Вес машины с грузом. Через 100 метров развернитесь. Ну вот, в общем, сейчас полная масса с этим, с грузом 14300. Перевес не обнаружен. Маршрут перестроен. Поверните направо. Через 200 метров поверните направо. Ну вот и я выехал. Маршрут перестроен. Время вечер. Ну, по километражу где-то на 1030, Поверните направо. где-то на 30 тысяч разница от предыдущей машины. Через Больше- 200 метров поверните направо. Больше всего, наверное, я тревожился. Это, ну, машину-то, понятно, забрали, как бы. Что мне придется, может, на другую вообще машину, на другой тоннаж садиться. Я думал, Поверните направо. десяток больше нету. Когда изначально-то сюда приходили устраиваться на работу, здесь не было такого. Ну, нас не предупреждали, что будут машины, если что, это куда-то транспортировать. Да много чего тут меняется. Я говорю, у московских контор, а это как московская организация считается, хоть и она и в Новосибирске, у них 7 пятниц на неделю, вот и все. Я говорю, тут не знаешь, что будет завтра. Вот так вот пойдешь даже на тот же выходной на 7 дней, придешь, а там что-то изменится. Постоянно все меняется. Так, на магазине я должен быть в 19 часов. Поверните направо. Мне надо еще успеть заправиться.
планы такие. Надо заехать заправиться, потому что солярки немного. Затем недалеко здесь все эти магазины, они все рядом находятся. Получается, 2 магазина самовыгрузки и 3-й магазин обычный. Да-да, есть один магазин. Кстати, вся неделя у меня предыдущая была, она такая сложная. Это еще весна только, так сказать, начиналась. Где-то местами скользко, где-то таяло. При этом потом снег еще пошел. Еще появились опять заснеженные места. Это вообще пипец был. Ну и все, я там на один магазин, в который всегда заезжал летом, помню. Там надо подняться вверх, заехать в ворота и спуститься вниз через ворота. Ворота габаритами, как эта машина, шириной. Особо ни влево, ни вправо. Ну, с 10-го раза я туда забрался. Да, потому что не так легко туда заехать было. Стаскивала, и машина, она не заходила в поворот. Это центр города, правый берег, Новосибирск. Ну и вот. Заехать-то я потом заехал туда. У меня один палет оставался. Это, кстати, финальный магазин. 5-й по счету, было 5. Самое вот печальное, что бывает количество магазинов, допустим, 4 магазина, либо 5. И на последнем какая-нибудь фигня произойдет, и ты, получается, день теряешь. Хотя предыдущие магазины хорошо отвез, вообще быстро. Ну вот и все. Пришлось как бы это... не, разгрузился, все как бы нормально. Начинаю выезжать. Впереди железнодорожный переезд. Там по прямой надо разгоняться, а сугроб мешает слева. Он льдом замерз. Пришлось немного вправо взять, и все, и разгона не хватает. В итоге на подъеме зависаешь, начинаешь буксовать. Машину левую либо правую часть стаскивает. Ну, ты чувствуешь, что ее сейчас тащит либо на левый, либо на правый забор. Потому что это все происходит в воротах. Когда ты забираешься, у тебя пол машины оказывается в воротах. Ну и все, и в итоге я простоял там сутки. Да, я ночевал на этой территории. Пользы мало было от кого-либо. Я бы мог еще 2 суток простоять там. Потому что территория, я так понимаю, не относилась к 5-ке. Там вообще территория была относилась к другой организации. Это организация муниципальная. Вот. И поэтому 5-ка... Ну, она не могла... Это... Ничего не знаю, не наша территория. Трактора у нас нет, и все. Как бы есть площадки, где, допустим, пандус чисто 5-ки, да? И вот если ты начинаешь на нем буксовать, то это уже ответственность их магазина. То есть, что они хреново почистили, допустим, да? А есть вот территория, ты заезжаешь, и она большая территория, относится она вообще не к 5-ке. То есть, она относится к какому-то другому предприятию, организации, да? И вот, допустим, сегодня выходной день, суббота или воскресенье, эта организация отдыхает, потому что там 5-дневный график у людей. Все, ты там прилипнешь, ты будешь стоять и ждать понедельника. Понятное дело, что там в понедельник, допустим, вы меня оттуда вытащили, да? Потому что я там мешался все равно. А вот в выходные дни вот так вот прилипнешь и все, и будешь стоять, и никто тебе не поможет. Не, ну ты можешь как бы эвакуатор за свой счет вызвать, все. Я там узнал, где-то 3-4 тысячи будет стоить. Прикольно рейс катал, да, называется. Поэтому, чтобы такой ерунды не было, надо вот... Если не залазишь, то лучше не лезть. Все, заправился, можно ехать. Да, сейчас такое время, сейчас самое грязное. Машину помоешь. Допустим, надо будет на сервис, движение, первый съезд. на ППО, там, ну, на обслуживание. Загнал, только в рейс выехал, уже опять грязная. Через 1 километр поверните направо. Только успеваешь ее, так сказать, протирать.
грязюка вообще ужасная. Вот как специально по колее, вот видит лужа, допустим, в колее, да? На Порт-Артурскую улицу. Мне, чтобы его, допустим, колею пропустить промеж колес, нет, он берет, едет прям колесами по этой луже. Зимой все-таки лучше было, зимний асфальт. А сейчас эти бум-бам-бам, бум-бум-бум. Сейчас еще не знаю, что там на магазине будет. Через 300 метров поверните налево во двор, а затем поверните налево. Поверните налево во двор, а затем поверните налево. Куда он? Да я просто... Ай-яй-яй-яй-яй. Ночью здесь интереснее. Вы приехали. Почему? Потому что здесь машин нету ночью. Сейчас они позаставили, на он аж задом заезжаю. Что там? Проеду, не проеду.
Ё-моё, это что за козырек тут такой? Либо я уже забыл, как он здесь выглядит. Короче, вот такая вот прелесть. Опа, стой. Вот здесь можем посмотреть, сколько расстояние до пандуса, да? Блин, ну тут, конечно, киселек. Там надо радиус взять. А я вот не помню, был тут этот... Тут разве был этот козырек? Что-то я не помню. Блять, еще козырьки всякие, да, вот появляются. Из снега, наверное, создался зимой. Ну давай. Ну и все, я думаю, этого достаточно. Step, he must come in from the rain. I fall, 'cause I've let go. The net below has right away. So my eyes seek reality, and my fingers seek my veins. Trash pile is warm, but no one's safe from the storm. And I can't bear to see I've let me be so wicked and warm. So as I write to you, what is done and to do. Так. Главное, не забудь ее здесь потом. Короче, вот эти три. Что такое? Здесь там больше нет такого.
опять. Хорошо, что льда нету. Вообще считается, вот этот палет, это считается как заваленный палет. Вот. Его вообще можно забраковать, по идее. Ну, если на РЦ будешь. Но тут опять же вот вопрос. Может, он у меня в кузове, ну хотя в кузове я его фиксировал трубкой. Не, мне кажется, просто стрейч такой дубовый. Поэтому... Так, теперь надо здесь поворотик взять. Чем она и хороша, эта штука. Вот эта. Лентяйка ее называют. Что она дает тебе до миллиметра руль крутить. Это какой-то пипец. Ну, красавчик. Нормально, да, логика? Я лучше залезу под него. Да, у нас тут талантливых водителей много, поэтому... Ну, кто смотрит мои ролики не первый раз, уже, я думаю, незачем повторяться. Но, видите, я особо не платил деньги, я учился от государства. А те, кто платят деньги, наверное, им это... Ну, ты же деньги заплатил, все, молодец, езжай, так надо. Ну, то есть правильно едешь. Ну, я не знаю, может, на них сильно не ругаются просто. Сейчас же как, если деньги платишь, то все, как бы, клиент всегда прав, да? Так же в автошколе. Ты же деньги платишь, все, ты прав. Но это предположение, это не утверждение. Просто серьезно, тут такие трюки выполняет. Даже гений без категории Б, без прав гений даже, наверное, и то не додумывается до такого. Может, у них это навыки просыпаются, когда они права получают. Они думают: о, ну я теперь летаю на вертолете. Поверните налево, на улицу Забалуева. Мы едем, едем, едем в далекие края. Там, где по колено снега и лужи. Да... Ладно, не надо материться. Так-то можно по прямой проехать. Ну, если как вот навигатор показывает. Неплохая там дорога, да, вроде? Ну, там, видите, знак нельзя. Поверните налево. А так, если бы не было знака, можно было. Я, честно сказать, как-то даже и не хотел особо на Ховик когда-то садиться, когда мне его предложили. Я привык к своему разбитому суслику, ну, где у меня стекло было побито. Но мне, как бы, опять же, перед выбором поставили. Типа, вот мы этого суслика, типа, ставим под забор. А тебе надо искать, типа, человека, с кем там... Ну, мне повезло, я нашел человека, который работает 5-5. Поверните направо, на спортивную. То есть, получается, меня, по сути, второй раз перед фактом уже ставят в этой организации.
Самое печальное, знаете, здесь вот как ни старайся, как ни работай, как бы, один фиг ты будешь такой же. Ну, в плане никакого тебе поощрения не будет, нифига. Ну, то есть я вот вроде как бы и ролики записывал, да, с одной стороны, и старался как бы, ну, нормально работать, все адекватно. И тут просто, говорю, в отпуск выхожу, и мне через буквально 30 дней сообщают: а твою машину забирают. Вот и все. Вся суть этой организации, как бы, чтобы вы понимали. Но, опять же, это все зависит от людей, я так скажу. Поверните направо. Потому что начальство у нас меняются очень часто. У нас, кстати, начальник АТП уже изменился, другой. Также у нас начальники автоколонн все Через 300 поменялись. метров поверните направо. Я когда Во двор, устраивался затем сюда, поверните налево. у меня другой был начальник автоколонны, сейчас другой. Короче, вот и фишка в том, то, что каждая метла метет по-своему. Вот в чем суть. Вы приехали. Я понимаю, что мы приехали. Может, мы уедем? А, там... В смысле, а что там наш делает, я не понял. Ну, раз он туда заехал, значит, и мне надо попробовать. Так, сюда я поворот не возьму. Надо будет сейчас разворачиваться. Танцы, танцы, танцуют грузовички. Поэтому здесь как это, знаете, в программе «Последний герой» выживает, так сказать, сильнейший во всех смыслах. Ну, работаем. Я еще раз говорю, я не люблю мотаться по этим работам. Все-таки надеешься на лучшее, так сказать. Думаешь, что а вдруг все приземлится. Вдруг, как в сказке, скрипнет дверь, да? Это после зимы. Даже не после зимы. Я заморозку вез когда. А там надо везти было минус 18. И вот после этого у нее начались вот эти танцы, блядь. Она иногда, когда температура идет на понижение, понизить надо, она начинает визжать. Это вот у нее такая особенность. Сейчас на данный момент. Это надо исправить. Я не говорю, что это нормально. Ну, всему свое время. Так. Что тут? Очень грустно и печально, да? Он же как-то встал. Ладно, давай сюда прижмемся сейчас. Главное не провалиться. Все, проедут. Наверное, не знаю. Наверное, я не знаю. Пойду осмотрюсь. Фу. Так, ну что сказать. Магазин сложный во всех смыслах. И в подъезде, и в разгрузке. Знаешь, сейчас будем пробовать заехать. Там коллега сказал, есть сложности свои. Вот разгружаться, конечно, еще хуже. Сейчас, тем более, в снег лезть. Главное не провалиться никуда здесь. Как оно обычно бывает в такой сезон.
посмотрим. Сильно будет ступень. Да я думаю, нормально, да? Да. Лучше, чем с наклоном, да? Да. Да ё-моё. Свистит и свистит, надоело. Едем на финальный магазин. Нормально выкатили потихоньку. Хорошо, что я так встал. То есть ступеньку-то мы преодолели, а вот если был бы наклон бы мы не преодолели, оно бы все попадало. Там очень высокие палеты были. Ну, у нас любят на складе это. Хотели до Луны достать, ну, чуть-чуть не хватило. В следующий раз попробуют дальше, постараются еще достать. Mama, she has taught me well, told me when I was young, son, your life's an open book, don't close it for it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. The son's heart sold to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let your sun glow. Mama, let my heart go. Or let this heart be still. Yes, still. Rebel, my new last name. Wild blood in my veins. Apron strings around my neck. The mark that still remains. Left home at an early age. What I heard was wrong. I never asked forgiveness. But what is said is done. Let my heart go. Let your sun grow. Mama, let my heart go. Or let this heart be still. Так, ну чё, вот я прибыл, вот он пандус, сейчас надо будет сюда встать. Ну, здесь хорошо, асфальт уже. Я последний раз, когда здесь был, здесь зима была. Снег, я имею в виду. Зима-то она... Снег-то еще местами остался. Нет, я постоять здесь решил. Посмотреть, как вы по телефону разговариваете, мне интересно. В фильмах снимались. Ну давай, ты выезжаешь, выезжай давай. Сейчас смотри, вот я встану, вы... В фильме снимались. Пандус пятерочки.
и грузовичок Хова. В главных ролях пандус пятерочки и грузовичок Хова. Слабонервным не смотреть. Так, надо еще ровнее. Давай, давай. Ну, проходи. Ведь не дадут встать. Там, где надо пятерочки парковаться, там всегда это парк прогулок. Больше уже пятерочка мест не может выбрать. Сам пандус неровный. Пандус сам неровный. Ну вот и рейс завершен. Так сказать, первый открывательный. Я себе уже на ужин тут прикупил всякие приколюхи. Чем вот хорошо в магазине работать. Потому что в любой момент проголодался, может в магазин зайти поесть. Ну, понятно, за деньги. Нормальный рейс, я бы сказал так, без особых напрягов. Сегодня считается как подменный день, поэтому в этот день бывает вообще может без рейса пробыть. А я успел еще размяться. Так что все нормально. Что-нибудь да появится, наверное. Ну, это был канал АТ Сибирь. Работа глазами водителя в логистике X5 Транспорт.